Этот человек взорвал музыкальную индустрию. Его треки находятся в топ-чартах. Это гениальный саунд-продюсер Слава Мэрлоу и рубрика «Что носят звезды?». Я отвечу на вопрос, какие кроссовки выбрал Слава. Сделаю распаковку, полный обзор и объясню, почему он выбрал именно их. После этого обзора у тебя будет полное представление об этих кроссовках, и ты сам сможешь сделать вывод, стоят эти кроссовки своих денег или нет. Подожди! Если тебе нравятся мои ролики, жми лайк и не забудь подписаться. Ведь именно твоя подписка позволяет мне делать уникальный контент, например, как это видео. И вот это. Обязательно смотри ролик до конца, и тогда ты узнаешь, как получить новые Air Force One совершенно бесплатно. Только этот счастливчик сможет получить от меня уникальный кастом. Так что смотри внимательно и не пропусти. Слава Мэрлоу часто мелькает в клипах, соцсетях и различных мероприятиях в массивных кроссовках от Balenciaga, модель Trek. Стоимость этой пары 85 050 рублей. Так давай разберемся, что интересного в этой модели. По задумке Демны Гвасалии эта модель должна была заменить надоевшую всем Triple S. И пока план креативного дизайнера Balenciaga работает. Трек выходит в различных расцветках, продается во всех главных концепт-сторах по всему миру и все чаще мелькает на людях в городе. Популярность этих кроссовок — очередное подтверждение, что сейчас время трекинговых моделей. Это футуристические кроссовки, которые оснащены передовыми технологиями и винтажным стилем. Чтобы поближе познакомиться с моделью, перейдем к ее распаковке. Кроссовки имеют агрессивный вид. Эта пара имеет полностью черную цветовую схему. Разве что шнурки разбавляют общую цветовую концепцию и придают интересный акцент. Верх многослойный сделан из более чем 96 высокотехнологичных деталей разной фактуры. Это все разные материалы. Для наилучшей вентиляции первый слой сделан из сетки. Также сбоку есть два небольших отверстия. Но несмотря на это, все равно в теплый день в них будет достаточно жарко. До плюс 5 и ниже в них отлично. Брендинг Balenciaga находится на язычке, сбоку, а также на подошве. Так что прохожие точно будут знать, что у вас за обувь. На пятке светоотражающая вставка с названием модели Trek. Также имеется светоотражающая вставка в носовой части, что делает пару заметной в темноте. По классике на носке вышит размер модели. Вся эта конструкция закреплена на массивной резиновой подошве. Со слов изготовителя, собрана из 9 частей, что создает сплавленную толстую подошву, обеспечивающую интересный внешний вид, а также функциональность. Подошва ярко выраженно выступает. Например, максимальная ширина в носовой части достигает 14 см, что поначалу вызовет у вас некоторый дискомфорт. Вы будете привыкать к габаритам этой обуви. Первое время зацепы, спотыкания на ступеньках и прочее будет обычным делом. Потребуется время, чтобы к этому привыкнуть. Несмотря на то, что супинатор здесь 5 см, пара довольно-таки жесткая. Даже гелевая стелька не спасает. Ощущение, что на ногах кирпичи. Кроссовки имеют двойные шнурки. Кроссовки достаточно тяжелые, каждый весит в районе 700 грамм, что делает эту обувь не лучшим вариантом для повседневной и долгой носки.
Сейчас как раз теплеет, и все начинают искать себе крутые пары обуви, поэтому трекинговые модели набирают обороты. Конечно, эта модель очень узнаваема. Сбоку надпись Balenciaga, также на язычке, на носке надпись размера и сзади на светоотражающей вставке надпись Track. Смотрятся они очень массивно, вы точно не останетесь без внимания прохожих. По удобству эта пара далеко не на каждый день. Она жесткая, не особо удобная. Ее стоит носить 2-3 раза в неделю, по праздникам. Она не такая тяжелая, как Triple S, но вес все равно ощутим. Каждый кроссовок весит в районе 700 грамм. Я не советую носить данную пару в дождливую погоду, потому что если попадет грязь между слоев, то достать ее будет очень сложно или даже невозможно. По поводу соответствия размеров. Они большемерят, как и все Balenciaga. Поэтому перед покупкой желательно примерить, иначе можно ошибиться с размером и ходить будет очень неудобно. И наконец основной минус модели, о котором мало кто говорит. Это огромная подошва. Самое широкое место достигает 14 сантиметров. Казалось бы, ко всему можно привыкнуть, и со временем ты действительно перестаешь цепляться, спотыкаться и привыкаешь к габаритам этой модели. Но один нюанс все равно остается. Если ты водишь автомобиль, то часто возникает ситуация, ты цепляешь подошвой соседнюю педаль, из-за чего возникает аварийная ситуация. Следовательно, водить в них невозможно, поэтому всегда нужно иметь с собой сменную обувь. Сейчас есть вторая версия этой модели, но различия минимальны. Во-первых, немного изменили силуэт, верх теперь состоит из 176 уникальных деталей. Во-вторых, сбоку появилась дополнительная деталь. В-третьих, появились более интересные расцветки. На этом отличия заканчиваются. Перед тем, как рассказать, каким образом эта модель появилась у Славы Мерлоу, я напомню, что у меня идет розыгрыш кроссовок Air Force One. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно сделать несколько простых шагов. Первое – подписаться на мой YouTube канал. Второе – подписаться на мой Instagram. Третье – поставить лайк этому видео и там же оставить комментарий. Победитель розыгрыша получит первые форсы на выбор, либо в классической расцветке, либо с моим уникальным кастомом, как в том видео. Поторопись, потому что большая часть условий уже выполнена. И как только 1000 лайков будет под тем видео, я сразу проведу онлайн-розыгрыш и выявлю победителя. Дерзай! У тебя есть уникальная возможность, потратив несколько минут, забрать кроссовки стоимостью около 10 тысяч рублей. А с моим кастомом они еще дороже. И наконец, Слава Мерлоу в одном из видео сказал, что эту модель ему подарил Моргенштерн, поэтому он не потратил на них ни копейки, и вряд ли он стал бы их покупать. Если ты так же, как и я, считаешь, что эта пара не стоит своих денег, то я рекомендую обратить внимание на бюджетные альтернативы ASICS Gel Venture 6. Их стоимость чуть больше 5000 рублей. И Nike Air Max 270 Brofin. Их стоимость чуть больше 10 тысяч рублей. Теперь ты знаешь все о модели Balenciaga Track и можешь сделать вывод, стоят они своих денег или нет. Ты крут, что досмотрел это видео до конца. Я желаю тебе победить в конкурсе и забрать первые форсы как раз к лету. Это был Адамов. Пока-пока.